Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше путешествие по Святой Земле и знакомство с древним Яффа. На наших прошлых видеоэкскурсиях мы побывали в Явском порту, на железнодорожной станции Яффа, на Часовой площади, а сегодня пройдем по самому старому городу. Мы поднялись на холм Яффа. Это самая высокая часть старого города. В 60-х годах прошлого века разрушенные и брошенные арабские дома снесли и разбили на их месте парк. Зеленый холм скрывает под собой историю поселения, насчитывающее 4000 лет. В результате археологических раскопок, проведенных здесь, был найден вход во дворец местного правителя. На воротах дворца обнаружены надписи, упоминавшие о фараоне Рамзесе II, жившем примерно 3200 лет назад. Дело в том, что Яффа, как и многие ханаанские города, долгие столетия находился в подчинении Египту времен фараонов. А вот еще одно событие, связанное с этим городом, и также возвращает нас во времена египетских фараонов. Около 3500 лет назад 119 ханаанских городов-государств подняли мятеж против фараона Тутмоса III. Они отказались платить ему дань. Фараон направил своего военачальника по имени Джахути подавить мятеж в городе Яффа. Военачальник решил захватить город хитростью. Он подошел к стенам города и объявил о том, что он готов перейти на сторону мятежного правителя. И в знак своего решения он привез палицу, булаву фараона. Джахути пригласил градоначальника и 120 его лучших воинов к себе в лагерь на пир. На пиру воинов напоили вином, а градоначальника пленили, обвязав его медными цепями и кожными ремнями. После этого 200 солдат фараона сели в корзины, заранее приготовленные. И 500 сильных воинов внесли эти корзины в город, объявив царице о том, что это дары от Джахути. Ночью солдаты выскочили из корзин и захватили город. Это одна из многочисленных историй города Яффа. На вершине холма возвышается скульптура «Ворота веры» израильского мастера Даниэля Кафри. В скульптуре отражены важные библейские события. Сновидение Якова, в котором Господь дал ему и его потомкам обещание владеть землей обетованной. 2 ангела, символизирующие связь неба и земли. Библейский рассказ о жертвоприношении Авраама, как Господь принял жертвенного агнца. Горизонтальная часть скульптуры изображает взятие Ерихона, первого города, ставшего на пути 12 израильских колен, перешедших реку Иордан. Через арку веры, которая возвышается над древним городом, открывается вид на современный Тель-Авив. У подножия холма находится площадь древностей. На ней установлены несколько скульптур Наполеона Бонапарта. Они здесь не случайно. Знаменитый французский полководец был здесь, в Яффа. В 1799 году он предпринял кампанию из Египта через Северный Синай в Сирию. 7 марта после 4-дневной осады он взял город. Во время штурма пуля турецкого снайпера едва не изменила ход истории, пройдя в нескольких миллиметрах от головы главнокомандующего, убив высокого полковника, стоявшего за ним. Вот уже 2-й раз с того времени, как я начал воевать, мой маленький рост спасает мне жизнь, заметил тогда вечером главнокомандующий. Взятие города сопровождалось неоправданной жестокостью.
Уже находясь на острове Святой Елены, Наполеон вспоминал: пленных было 2500, из них 800 или 900 из гарнизона Аль-Ариша, это Северный Синай. Они поклялись не возвращаться в Сирию ранее, чем через год, но они нарушили свою клятву, их расстреляли. После этого Наполеон написал в Париж: «Никогда еще война не казалась мне такой мерзостью». На площади древности возвышается католический собор Святого Петра. Базилика была построена на развалинах средневековой крепости Сент-Луис в 1654 году. Остатки крепости просматриваются в районе Ризницы. Церковь несколько раз перестраивалась. Современный вид она приобрела в конце XIX века. Ее высокий шпиль многие годы был своеобразным маяком для паломников, прибывающих морем, указывая, что Святая Земля рядом. Дом Симона Кожевника. Работа кожевников считалась низкой и постыдной. Они жили всегда в отдалении и, как правило, селились на окраине городов, рядом с водоемом. Смрад от обрабатываемой кожи был зловонным и вредным. Когда апостол Петр находился в Лидде, пришло известие о том, что в Йоппе, именно под таким названием упоминается в Деяниях апостолов город Яффа, умерла ученица Христа по имени Тавифа, Серна. И он пришел в Яффа и воскресил умершую Тавифу. Затем он некоторое время проживал в доме Симона Кожевника. Вот что написано в Деяниях апостолов. Петр около 6 часа взошел на крышу дома помолиться и почувствовал голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, закали и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». Тогда в другой раз был глас к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». И это было трижды, и сосуд опять поднялся в небо. Именно здесь Господь благословил Петра на проповедь христианства среди язычников. После этого видения Петр отправился в Кесарию и крестил сотника Корнелиуса. На этом все, дорогие друзья. Продолжение в следующей части. С вами был гид по Святой Земле Сергей Алексейчик.